У тебя романов не было со спортсменами? У меня много поклонников, да, я купаюсь в этом внимании. В 2 часа там Вася пришел, в 4 Петя. Какая умная девушка. Обоссали все пороги. Я в какой-то там своей сфере лучшая. Реально люди настоящие. Сейчас мы начинаем все дружно просто перечислять всех одиноких футболистов. Например, Федор Смолов. Так, ну все, хватит, пойдем дальше. Ты там еще про Неймара рассказывала. Что ж я говорю, да такое. Ну, а какие-то подарки он дарил? Ой, Неймар всё. тоже. Ну, подожди, ну мне интересно, ну хоть что-нибудь расскажи. Я об этом никогда не говорила. Я была в положении. Всем привет, я Лаура Джигель, это «Люди говорят», и у нас сегодня в гостях Вики Одинцова. Это девушка, о которой мечтают миллионы мужчин, на которую подписано более 5 миллионов человек, за которой следит от Криштиану Роналду до Льюиса Хэмилтона, мне кажется, всех главные красавчики, и даже не всегда одинокие мужчины. И очень часто бывает, что девушка, которая имеет и красоту, и здоровье, и богатство, и все остальное, не всегда является счастливой. Мы тоже об этом обязательно поговорим. Ну что, поехали? Виктория, hello! Я, видишь, я сразу тебя снимаю, что не откатывай. Вик, я тебя пригласила к себе на виллу. Видишь, как все роскошно. Я рада. Ты рада, да? Тебе нравится? Да, очень. Я старалась, на самом деле. Понимаете, я когда надевала это платье, я не думала, что у Вики будет как бы такой наряд, поэтому как бы мы на контрасте сегодня работаем. Мы все ждали, что Вика придет в короткой юбке, на каблуках. Ребята подготовились. Тут как бы вся съемочная команда, они как бы старались, наряжались. Но не тут-то было, Вика. Да, не тут-то нас было, обломала. потому что, во-первых, я не люблю вообще юбки носить, на самом-то деле. Да? Да. Поэтому, как ты помнишь, я, в принципе, всегда на мероприятии, когда прихожу, я всегда там в штанах, в брюках, в пиджаке. А вот всякие там типа короткие платья, это я не очень люблю. Ну, редко это бывает, случается, но редко. Не, ну ты все равно, у тебя такой образ, все равно в сексе всегда. Ну как-то ты как Я могу в балахоном брюках не и в ходишь. пиджаке быть секси. Ну да, я понимаю, что это внутреннее ощущение, это как бы не то, чтобы... Конечно, конечно. Это все изнутри идет, энергетика и так далее. Это все вот оттуда, а не короткая юбка. Не, ну естественно. Так, ты пришла, и первое, ну не первое, а как бы второе, в принципе, что мы обсудили, это то, что Вика похудела во время карантина. Ребят, понимаете, какой неприятный человек рядом со мной стоит? Я просто, как бы, мало того, что не могу никак похудеть после родов, а тут ты еще сообщаешь мне о том, что ты худела. Как это произошло? Случайно на самом деле. Ну ладно, не случайно. Что ж я говорю, да такое. Нет, на самом деле первую половину карантина я реально сидела дома, кушала, делала несколько подходов к холодильнику, как и все. Первую половину это типа сколько? Вот. Ну, это типа, наверное, первый месяц. Ага, первый окей. месяц. Так. И я даже, у меня был плюс какой-то, у меня было пару килограмм плюс, точно, я уверена, я помню об этом. А потом, как ты знаешь, у меня был спортивный марафон, Да. и я как-то вот начала заниматься каждый день, начала худеть, и потом у меня начались какие-то нервные всякие истории. Я много нервничала, ну и, собственно, на всем этом фоне я в итоге похудела опять, но и у меня вышло в итоге, в принципе, я ушла в свой нормальный вес, но еще там, может быть, минус 1,5 еще в плюс ушло. Ну, Так. точнее, в минус. Подожди, ну так это сколько твой стандартный вес? Мой стандартный вес, в принципе, плюс-минус 56-57. Ну, 57 даже, наверное, да. Но сейчас я точно не взвешивалась, но примерно по моим ощущениям, потому что я знаю, сколько я вешаю, и я думаю, что я сейчас где-то 56, может быть, плюс-минус 57, 55,6, ну, что-то такое. Ну, короче, вы понимаете, неприятный человек, но что, мы потерпим, так скажем. Ничего страшного. Подожди, ты сказала, что ты перенервничала или у тебя какой-то стресс был, то есть ты на фоне стресса обычно худеешь? Да, потому что я ничего не ем, когда я нервничаю. Блин, везет, я наоборот все подряд есть Вот я начинаю. слышала много от кого, что большинство людей всегда очень много едят, когда нервничают. Да, заедают. Да, заедают свои переживания. У меня наоборот, я ничего не ем,
И у меня как-то вот этот процесс протекает очень так тяжело, потому что организм страдает, мало того, что от нервов, так еще и от того, что его не кормят. Блин, ну на самом деле, конечно, и то, и другое, это, наверное, не очень хорошо для организма. Конечно. Потому что это все резко происходит. Но, тем не менее, мне кажется, все-таки вот мне было бы лучше, конечно, если бы я тоже, как и ты, Не от ела. стресса худела. У меня наоборот получается. Когда я толстая, короче, вы сразу понимаете, что я, блин, точно в стрессе, я что-то жру, поджираю. Ага. Ну, не сейчас, я как бы просто толстая, потому что я только родила. Ты не толстая. Ну ладно, ты я не толстая. просто чуть больше, чем я была. Этот стресс чем был обусловлен? Чем На вызван? самом деле я, в принципе, достаточно тяжело восприняла карантин Мгм. и всю эту кризисную ситуацию, потому что так или иначе она отразилась на мне в плане, там, не знаю, нервной системы элементарно, в плане того, что у тебя нет возможности куда-то поехать, пообщаться с близкими, увидеть родных, семью. Я завела кота себе даже, представляешь? Я всегда мечтала, на самом деле, о коте, мне очень хотелось, домашнее животное, чтобы он меня встречал дома. Вот. Но я понимала головой, что, ну, это очень неразумно, но я настолько была расстроена этим карантином, и мне настолько хотелось вот получать это какое-то, не знаю, тепло, да, от кота. Хотя бы от Я завела кота. кота на свой страх и риск, и он оказался у меня очень замечательным. Я не знаю, таких котов, правда, не встречала. Странно, да, рассказывать молодой девушке о коте, а не о мужчине. Ну да ладно. Но ты вообще реально привыкла много путешествовать. Мне кажется, ты в месяц пару раз куда-то летала. Когда вот в ближайшее время ты вообще планируешь хоть в Сочи, Крым, Ялта, куда-нибудь? По поводу работы я не знаю, потому что, например, вот до того, как начался карантин, у меня должно было быть несколько съемок за границей, в том числе там у меня должна была быть реклама там, одного продукта за границей, потом реклама одежды в другой стране. И, соответственно, из-за карантина это все закрылось на неопределенный срок, может быть, вообще. Вот. А в целом просто поехать куда-то отдохнуть очень хочется. И я понимаю, что сейчас нет никакой возможности, нужно хотя бы съездить куда-то. И я вот планирую, что в ближайшее время я, наверное, поеду в Сочи. То есть на твоих заработках, доходах карантин тоже сильно... Да, конечно, да, отразился, потому что одно дело, когда там у тебя есть какой-то бизнес, да, и ты, в принципе, можешь подстроиться под какую-то ситуацию, да, а когда ты абсолютно независимый человек, и вся твоя работа заключается в том, чтобы, ну, какие-то делать рекламные контракты, да, и чаще всего они все за границей. Здесь, конечно же, подстава случилась. Сейчас у меня идет подготовка к моему проекту, то есть я буду запускать кое-какой продукт. Да, пока не буду говорить, потому что все на начальном этапе. Мы сейчас делаем разработку, все планы составляем. Мне странно, что ты до сих пор этого не делала, потому что, мне кажется, многие твои коллеги, там, девочки, у кого большое количество подписчиков, они давно монетизируют вот эту вот свою популярность в интернете. Тем более, что я слышала, ты говорила, что у тебя вообще нет накруток, да, в аккаунте, что ты никогда этим не пользовалась, что у тебя всегда, ну, как бы были живые подписчики, что, в принципе, можно, да, отследить, если зайти и посмотреть количество комментариев. Нет, что врать, в любом случае у каждого большого аккаунта, у которого много подписчиков, так или иначе есть какой-то процент неактивных пользователей. Ну да, либо ботов каких-то. Да, возьмем любого популярного человека, если провести статистику у любой страницы, начиная там от наших, заканчивая зарубежными какими-то известными медийными личностями, у всех есть какой-то процент такой не очень активной аудитории. Какая у тебя вообще в аккаунте статистика? То есть у тебя больше мужчин или меня женщин? больше мужчин, да, честно скажу. Интересно, это почему? Это, мне кажется, очень понятно, логично. У меня действительно большая часть это мужчины, но у меня нормальные мужчины, платежеспособные. Рекламодатели, слушайте, наматывайте на ус. Действительно, это так. Вот. Но и в то же время у меня очень активные девушки. То есть их немного, но они действительно очень Ну, немного активные. это сколько? Вот какой у тебя процент? Около 20% женщины. Всего? Да, да. Блин, офигеть! У меня 29% мужиков, все остальные, как бы, бабы, как вы понимаете. А у тебя наоборот? Ну, Да. понятно, у меня нет таких фоток, как у тебя, естественно. А кто у тебя, какие страны? У меня Россия, у меня Америка, у меня Европа. Я, когда приезжаю в Европу, меня там
прям встречают. То есть Правда? меня узнают, да, меня там могут подкараулить возле отеля, прислать в номер цветы, я не знаю, на улице побегать фотографироваться. Обалдеть. Потому что у них, в принципе, другой менталитет, и они к этому относятся, ну, как-то доброжелательно. Как-то вот следят они, им приятно даже сделать тебе лишний раз комплимент. У нас в России, к сожалению, не так, ну, по крайней мере, в моем случае. Ты все время почему-то отказываешься себя идентифицировать или вообще, чтобы тебя назвали инстаблогером там и так далее. Почему-то ты считаешь, что это какое-то ругательство? Нет, я не считаю, что это ругательство. Я просто не считаю реально себя блогером. Я не блогер вообще. То есть я модель в первую очередь. Да. Я модель, там, с недавних пор я там телеведущей стала. Но блогер для меня это что-то такое... Это тот человек, который постоянно рассказывает о своей жизни, пускает в свою душу, все показывает, все рассказывает. У него все как на ладони, и об этом пишет постоянно. А я как бы нет, я очень так нахожусь всегда в рамках каких-то своих, которые я сама себе установила, эти границы. И мне сложно назвать себя блогером. Был случай, была на каком-то фестивале, случайно туда зашла вообще, позвали друзья, я зашла, и на меня налетели две девочки. Безумные. Это здесь, в России где-то? Да, в Москве, в Москве. Безумные девочки просто. Они повесились ко мне на шею, реально, вот не вру, честно, они взяли вот так руки, повесили вот так на меня и просто кричали «Вика!». Я стояла в таком шоке, если честно. Ну ничего, я с ними пообщалась, мы пообнимались, и все, я уехала после этого сразу. Ну подожди, но ты хочешь сказать, что к тебе редко подходят на улицах и редко, там, не знаю, просят сфотографироваться? Не часто. Во-первых, я в принципе мало куда вообще хожу, я такая чуть-чуть домашняя. Ну это, кстати, правда. Я могу сказать, что Вика только последний год стала, в принципе, появляться где-то на каких-то светских мероприятиях. Я бы себя даже назвала в какой-то степени чуть-чуть социопатом. Да. Я не очень люблю новые знакомства. То есть я это делаю, потому что я понимаю, что, вот я сейчас не пойду, а могла там познакомиться, например, с каким-то хорошим человеком. Да. Неважно, девушка, мужчина, неважно. Да. А с хорошим, который может, там, не знаю, остаться в моей жизни на долгое время, да, например. И я начала работать с собой и поняла, что, мне нужно переступать через какие-то свои стереотипы, какие-то свои принципы и так далее, и идти на это. Вот, поэтому я начала ходить, знакомиться, но в целом мне это тяжело всегда дается. Я всегда очень долго, если появляюсь в новой компании, всегда очень долго присматриваюсь, я могу сидеть долго, молчать, смотреть, наблюдать за всеми. И только потом, может быть, на какой-то другой встрече я смогу уже как-то, прощупав почву, заговорить и начать общаться. А так глобально я в основном общаюсь только со своими друзьями, у меня очень узкий круг общения. И мы вот с ними только общаемся, куда-то выходим, но крайне редко. Ну, это кто-то из Москвы? Ну, Да. Твои друзья московские какие-то, да? Хочу сказать, что, по крайней мере, пару лет назад вообще блогеры это были какие-то просто небожители. То есть, если сейчас их стало много, этих блогеров, да, то есть, да, и вот этих миллионников стало тоже очень много. Пару лет назад их было не так много, и от этого ты, кстати, была среди них в этом числе, потому что уже много лет имеешь там большое количество подписчиков. А есть те, которые недавно стали там миллионниками, и поэтому ты как-то уже к ним стал спокойно относиться, потому что их много. Но в твое время, я помню, по крайней мере, несколько лет назад, вот эти вот блогеры, они были небожители, и мне кажется, и контракты у них гораздо были, ну, как бы весомее, там, существеннее, там, больше, чем сейчас. И вообще в целом к ним подступиться было немножко сложнее. Вот ты как бы ощущаешь эту разницу вот за эти годы? Или на тебе это как-то не особо сказалось? Я не могу сказать, что на мне как-то это сказалось, но то, что действительно сейчас блогеров стало больше, и интерес, кстати, к ним стал чуть повыше, потому что вот эти блогеры маленькие, которые появляются, у которых фанаты, подростки, да, они действительно сейчас очень круто качают. Те же самые блогеры, которые выходят там из ТикТока, да, и так далее, они сейчас очень хорошо качают, потому что это такая свежая кровь, и всем интересно, да, а мы уже немножечко остались в стороне, такие уже взрослые, такие уже пенсионеры, да, вот. И если раньше я реально очень гналась, то есть, ну, не то чтобы гналась, но я понимала, что там я в какой-то там своей сфере лучше. Да. Ну, то есть я реально это понимала, и все это понимали. Вот. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да ладно, мы все время хвалим, мы только делаем, что тебя хвалим, тут вся команда хвалит. Вот.
то сейчас немножечко это все поменялось, и я уже так смотрю, знаешь, как такая с высоты своих лет. Смотрю и думаю, блин, какие молодцы реально, потому что молодежь растет такая очень развитая какая-то, у них энергетика, у них харизма, они что-то придумывают, развиваются. Это очень интересно, и мне кажется, это очень здорово. Ты часто рассказываешь о том, что тебе, ну как не часто тебя спрашивают про твоих подписчиков, и в частности там про Льюиса Хэмилтона, там про Криштиану Роналду, да, что они там тебе писали в... Раздули такую, конечно, историю из этого всего. Я до сих пор получаю. Нет, ну вы понимаете, из... да, вот эта девушка считает, что если ей написал Криштиану Роналду, это вообще это не история, так, это все, не сейчас круто. опять начнется вот это писать. Они в Европе, ты не понимаешь, они просто заполонили все новости о том, что какая-то там Виктория Одинцова модель, вот Криштиану Рональду, как она могла, что она выдумывает, что она врет. Поэтому я так лучше... Промолчишь. Наверняка тебе часто и до сих пор присылают, пишут, там ставят лайки, что-то еще, какие-то известные да, очень люди. много. Ну вот расскажи, ну хоть пару имен мы хотим знать. Слушай, ну честно, я понимаю, что ты к этому относишься, ну, как бы... Нет, я просто сейчас вспоминаю, я не помню. Мне очень часто пишут спортсменов, много, реально, европейских футболистов всяких, реально. Но я не запоминаю, как их зовут. Я типа открываю, такая смотрю, ага, какой-то очередной там кто-то, привет, пишет мне, или как дела? Я говорю, окей. Ну, как бы я даже не открываю их письма. Ты и не отвечаешь? Нет, я вообще не отвечаю. Ну, а почему? Ну, зачем? Ну подожди, ну может быть так ты встретишь свою судьбу, да, может быть у вас роман какой-то закрутится, почему нет? Не знаю, я не хочу. В смысле ты не хочешь? Но может там хороший парень, но он просто написал тебе, ты ему понравилась, он тебе написал, а как ты хочешь? Сейчас времена другие, сейчас не только можно встретиться где-нибудь в каком-то месте. Я понимаю, но как-то... Не, ну были те, с кем я реально общалась, и мы подружились, и общаемся до сих пор, есть такие люди. Тот же самый Льюис, да, мы как бы подружились с ним еще года 4 назад, и как бы общаемся, поддерживаем связь, и в отличных отношениях находимся. Вот, но в основном я реально не отвечаю, я даже не открываю. Я, кстати, могу сказать, что мы были вместе на формуле, и Вики была приглашенным гостем как раз в их там... Он за кого? Мерседес. Мерседес. Я прошу прощения, я просто очень плохо разбираюсь в формуле. В общем, и Вики там была. Мало того, что ты там была, ты потом еще ходила на ужин с ним. Да, конечно. Да. Мы же с ним дружим, мы же общаемся. На формуле не получается пообщаться, ну, как бы нормально. Поэтому, да, мы общаемся, конечно. Ну, вы прям вот общаетесь на регулярной основе? Да, или... постоянно. Там, мы созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками, ну... Как бы в нормальном, адекватном общении. То есть ни больше, ни меньше. То есть у нас нет никаких романтических отношений, но мы как бы Подожди, ну спрашиваем, ты хочешь сказать, как дела. что он к тебе не подкатывал, что ли, получается? Какая? Ну не, ну подожди, ну это странно. Нафига ему тебе писать, если он тебе не будет подкатывать? Что просто, вот он зашел к тебе на страничку, какая умная девушка, вот бы на такой жениться. Она же вот просто мой идеал. Ну он просто увидел через твои фотографии это. Ну нет, понятное Ну, дело. разное было общение. Ну, то есть, да, в какой-то момент оно было более романтическое. Но все-таки он ухаживал как-то. Ну, да. Ну, какие-то дарил знаки внимания, дарил подарки. Да. Но потом просто как-то так сложилось. Во-первых, я живу в России, он живет там, и как-то вот мы начали реально близко просто общаться, дружить, то есть обсуждать какие-то темы, там, да, поддерживать друг друга. Ну и, собственно, стали дружить и общаться просто. Сейчас, на данный момент, мы хорошие знакомые, которые могут спросить в любой момент, как у тебя дела, поздравить с праздником и, там, не знаю, и сказать, там, давай увидимся там-то, попьем кофе. Ну, как бы... Ну, а вот это ваше общение такое, когда он с тобой познакомился, там, не знаю, за тобой ухаживать, это было до или после Николь Шерзингер? Ну, получается, после, да? Конечно. То есть он, считай, свои раны зализывал с Викой. Ну, это я так, шутка. А вы где первый раз увиделись? В Барселоне. А, да ладно? То есть Барселона такой вот ваш город, считай, да? Господи, все. Просто это совсем не тот человек, о котором бы я там сейчас стояла и рассказывала какие-то там истории, у меня там порхали бабушки. Нет, это просто хороший знакомый, с которым мы познакомились в Инстаграме и продолжаем общаться уже на протяжении там 3-4 лет. Все, это максимум, что я могу сказать, потому что реально это так. Ну, а какие-то подарки он дарил? Так, ну все, хватит, пойдем дальше. Ну ладно уж, ну хоть расскажи, хоть один подарок дарил какой-нибудь, ну что-то, блин, какой-то. Ты, Льюис, что-то жадина, что ли, я не поняла? Нет, ничего не дарил. Ничего не дарил, фу. На тебя, Льюис, расстроил ты всех женщин. Короче, девушки, если что, Льюис не дарит подарки, поэтому можете как бы
особо не желать с ним встретиться. Слушай, ну, ты там еще про Неймара рассказывала. Неймар Ой, тоже. всё. Ну, подожди, ну, мне интересно, ну, хоть что-нибудь расскажи. Ну, ты какая-то очень... Ну, ничего не хочешь рассказывать про своих ухажеров. Ну, ты Да представляешь, нет, сколько это не девушек... ухажеры, ты что? То, что связано с моей личной жизнью, это вообще другое. То есть это вообще к этому не относится. То есть в личной жизни у меня максимальные границы. А то, что, ну, мне пишут периодически какие-то известные личности, ну, как бы пишут и пишут. Я что, ну, это понятное дело, что они мне будут писать. Вот. Но с Неймаром, ну, блин, просто познакомились, просто знаем друг друга. В Инстаграме также списались. Ну, как бы все. Ну, он классный тоже. Ну да, тоже там поздравляем друг друга с праздниками, как бы и все. И все, ребят, ну так вот, если там для моего мужа, например, который фанат футбола, просто Неймар, такое имя, знаешь, это типа Роналду номер 2, поэтому если бы я ему сказала, ну знаешь, они просто там, ну как бы друг другу привет пишут, что он там умер на месте. Я вообще не фанат футбола, вот прям совсем. Ну подожди, у тебя романов не было со спортсменами, чтобы ты полюбила этот вид спорта? Ну как, обычно как? Девушки обычно не следят за спортом только в тот момент, когда кто-то из, ну, либо родственников играет, либо парень занимается или играет профессионально. Был такой период в моей жизни, когда я чуть-чуть более внимательнее смотрела футбол, но недолгий был этот период. И когда? В какой момент в жизни? Примерно год назад. А, даже год назад. Так, сейчас мы начинаем все дружно просто перечислять всех одиноких футболистов. Например, Федор Смолов, первый, кто приходит на ум. Это Федор Смолов стал? Не знаю. Нет. Ты его не знаешь или ты не знаешь? Так, ребят, видите, как бы не колется, что я могу сделать? Ну ладно, ну мы предполагаем. Ладно, не буду тебя смущать, судя по всему, Вика не хочет рассказывать. А у тебя когда-нибудь был период, когда ты себе не нравилась? Ну, Это очень часто случается, на самом деле. Да? Все, наверное, думают наоборот, да, там, что там она там выдумывает у нее. Я так лично думаю. Я очень категорична к себе. Я всегда недовольна. Если я там что-то делаю, я очень редко бываю довольна тем, что я сделала. У меня всегда там, это может быть там максимум на 90%. То есть 10 это всегда какое-то недовольство собой или тем, что я сделала. Вот, поэтому я очень часто сталкиваюсь с тем, что я там сегодня себе не нравлюсь, например. И вот что бы я там не сделала, что бы я не надела, мне не нравится. Бывает такое, но мне это нравится, больше... как сидит, типа, или... Ну, вообще, я вот сегодня могу проснуться, посмотреть в зеркало и подумать о том, что я себе не нравлюсь. А завтра я проснусь и посмотрю и скажу: господи, какая красивая, как повезет кому-то. Слушай, ну вот когда ты думаешь о том, что ты себе все-таки не нравишься, это обычно что тебе не нравится? Что-то в теле или... Просто какое-то ощущение себя внутри. У тебя были какие-то комплексы, связанные с внешностью? Потому что многие девушки, Да. особенно в подростковом возрасте, вот страдают от того, что себе не Не нравится. поверишь, у меня был большой комплекс в подростковом возрасте от того, что у меня большая грудь. Реально. Я, когда училась в школе, у меня уже была, ну, хорошая грудь большая. То есть ты сейчас просто, мой вопрос про то, настоящая у тебя грудь или нет, ты сейчас просто на него ответила. Да, может, хочешь потрогать? Реально люди настоящие. Мне кажется, все равно А тебе я не трогала поверят. грудь Вики Одинцовой. Все равно напишут, что тебя подговорили, что на самом деле нет. Не, ну реально, ну выглядит натурально. Просто сейчас так делают натурально, что... Не-не-не-не-не. У меня грудь своя, это как бы, ну, тут вообще даже нечего обсуждать. Но она просто у тебя очень красивая, знаешь, ну, я как бы опять буду говорить, что я комплименты делаю своим гостям, но на самом деле просто часто это бывает... нормально, кстати, вот если кто-то не понимает, если девушка умеет сделать комплимент другой девушке, это значит, что она максимально уверена в себе, и она абсолютно независтливый и объективный человек. Нет, ну, короче, слушай. в подростковом возрасте у меня был комплекс реально того, что у меня большая грудь, я всегда ходила в водолазках, в бадлонах, в закрытых футболках каких-то. И вообще, в принципе, не было такой моды, я не знаю, и не было так принято и прилично, не было, чтобы там ходить и как-то там чуть-чуть хотя бы показывать. Нет, то есть это всегда было вот так. И мне как-то даже... Я даже в какой-то момент немножко вот так вот ходила. Сутулилась, да? Ну да, чтобы не показывать. Потом, когда я уже долго стала заниматься хореографией, безусловно, там осанкой и так далее, это уже выпрямляется.
А так, да, у меня был немножко загон, что, блин, Ну, какая-то это в каком возрасте у тебя так большая Слушай, грудь ну уже я вот выросла? помню, мне было когда 12, мы ездили в Сочи куда-то туда с родителями отдыхать. И я помню, тогда уже у меня была достаточно приличная грудь, что на меня вот эти аниматоры в аквапарке обращали внимание, и мама к ним подходила и говорила: вы что, с ума сошли? Она ребенок, ей 12 лет. А они смотрят такие на меня: где она ребенок-то, у нее уже как бы все при ней. Да, вот у меня уже 12 лет даже были уже хорошие. Слушай, а в 12 лет к тебе уже начали мальчики подкатывать? Я не могу сказать, что я прям купалась. Нет, не было такого. Ну, были какие-то мальчики, которые проявляли интерес, с которыми мы гуляли, за ручку ходили, но это было не так, что я прям была первая девчонка на районе, и за мной все бегали. Нет, это вот у меня мне мама рассказывала истории, как вот за ней бегали толпами. Бабушка еще, царство небесное, моей бабуля, рассказывала о том, что, говорит, выстраивались просто в 2 часа там Вася пришел, в 4 Петя, в 6 там какой-то еще Вова. И вот они по очереди ходили, маме и носили мои цветочки, караулили ее у забора. Как да, вот интересно фотографию увидеть мамы, ты потом нам покажешь? Я покажу сейчас маму, да. Ой. Она у меня была в молодости такая, знаешь. Я, во-первых, всегда очень гордилась, когда мама приходила в школу там на родительское собрание, или там, например, я там что-то натворю, и мама вызывает в школу. И я такая: да, это моя мама. Она мне всегда одевалась так красиво. Я помню, она постоянно ходила в ботфортах, в кожаном плаще, у нее длинные черные волосы, такие пышные, кудрявые. Вот, она загорелая, смуглая, я всегда очень гордилась. И вот за ней, конечно, да, она рассказывала, как за ней бегали по молодости мальчишки, просто, как говорила моя бабушка, обоссали все пороги. То есть у тебя такого не было? У меня такого не было. Да? Да. Интересно. Хотя мы с мамой очень похожи, особенно в детстве, если смотреть, то правда похожи. Ну, а у тебя был какой-то период, как у всех девчонок, когда ты супер себе не нравишься, у тебя ощущение, что ты прям самый страшный человек в мире? У меня был период, когда я там покрасила, у меня были длинные, красивые длинные волосы, они, в принципе, у меня не так давно были тоже, вот, покрасила в черный цвет, выщипала себе брови, вот такие тоненькие, знаешь, было модно, помнишь? Да. Покрасила их тоже темной краской, и у меня были такие черные длинные волосы, тонкие черные брови, и я была вообще на урода какого-то похожа. А на тот момент мне казалось, что мне так будет лучше, я себя буду так увереннее чувствовать. Ну, я, короче, это все сделала и вообще испортила себя, пришла домой, мама сказала: ты кто вообще, я тебя не узнаю, тебе не идет, не надо так делать. А ты никогда не говоришь про своего отца. Почему? У меня все в порядке, у меня папа с мамой Да. живут вместе, у нас полноценная семья, все хорошо. У меня просто папа такой закрытый более человек, да, и я с ним, ну потом, смотрите, расстроится. Мы с ним не близки. Я его очень люблю, у меня замечательный папа, но как-то вот у нас нет вот этих вот близких отношений, да, чтобы я там позвонила и сказала: бать, ну чё, как дела, чё нового, чё это, и там рассказать им, что у нас такого нет. А у тебя вообще семья была обеспечена, ты в достатке жила или нет? Нет, у меня самая обыкновенная семья, абсолютно. У меня мама в свое время зарабатывала на квартиру на рынке, торговала вещами и стояла на рынке с этими сумками, и 40-градусный мороз, понимаешь, и там вообще... Конечно, она в этом плане такая очень сильная женщина, которая добивалась всю жизнь всего сама. И это, наверное, поэтому у меня такой пример по жизни, что я там все, мне нужно все сделать самой, мне ничего не надо, мне даже если вот так принесут поставить, я скажу: нет, мне не надо, я сама должна. А папа не работал? Папа работал, да, ну как бы никогда никто не зарабатывал много. Во-первых, маленький город, там, в принципе, средняя заработная плата — это 10 тысяч рублей. Поэтому для меня сейчас самое главное, да, я помогаю родителям, и для меня это самое основное. Когда ты вот свои первые деньги заработала? Я поступила в университет, переехала в Пермь, вот из Соликамска, отучилась 1 курс на очном, потом познакомилась со своим молодым человеком, с которым вот я жила 3 года, и он забрал меня в Питер. Я первый год как-то не могла ничего вообще решить, хотя я уже до этого в Перми, и когда приехала в Пермь, я же брат отвел модельное агентство. Я там отучилась, начала как-то заниматься в течение первого курса вот как хобби, то у меня было что-то где-то фотографировать, даже была лицом ресторана уже на тот момент.
Вот. И все, и как-то это так замялось. Я уехала в Питер, не понимала, что мне делать, потому что у меня не было тогда такой мысли, чтобы как-то продолжать, и вообще, что с этим делать. То есть ты не мечтала быть моделью? На тот момент вот именно нет. То есть мне как-то это казалось чем-то таким недосягаемым, что ли. И потом я познакомилась в Питере с девчонками, которые работали как раз-таки уже в каких-то агентствах модельных в Питере. И мы что-то подружились на каком-то, не помню, как это случилось, какой-то общей компании с кем-то познакомились или что-то такое. И вот Лена, там одна девчонка есть, подружка моя, до сих пор с ней общаемся. Она мне говорит, блин, а давай попробуешь. Вот у меня периодически есть такие, раньше были девчонки, даже сейчас есть, промо. Я что-то с ней походила несколько раз, начала даже зарабатывать деньги какие-то. Ну вот сколько платили за такую работу? Ну, например, там за рабочий день, да, я могла там получить, ну, сколько? Ну, 1010, может, 8, ну, что-то такое. Ну, неплохо, кстати. Да, ну и вот, потом я попала на показ L'Oréal, и потом уже я познакомилась со своей командой, с которой я до сих пор работаю, и тогда уже я поняла, что я хочу этим заниматься более серьезно. Я начала и над собой работать больше, и уделять этому большее количество времени, мы начали делать много контента, и, соответственно, я начала много летать. Про команду ты говоришь, это про Маврина, правильно? Да. Слушай, ну, честно говоря, вот хотела как раз спросить, что это вообще за агентство такое, как оно называется? Ну, не само название, а что это за агентство? Во-первых, это не агентство. Нет. Это не агентство, это Mavrin Studios, которые занимаются именно больше к таким продакшенам и продюсированием. То есть вот я была, например, спродюсирована, да, грубо говоря. То есть мы познакомились, и они начали работать там над тем, чтобы я там стала популярной, да, стала зарабатывать, стала известной. Они продвигают героинь. Да, больше про это. Сейчас мы еще запустили журнал, пока он в онлайне, дальше он будет печататься за границей и по всему миру будет продаваться. То есть, вот. Но это не агентство. Подожди, заработок их в чем? Они имеют процент с твоей работы, получается? И это тоже. Ага. Плюс у него какие-то свои съемки для журналов, для каких-то, и просто какие-то частные съемки. Когда я захожу на аккаунт, я там вижу огромное количество красивых девушек, полуобнаженных, обнаженных, и я все время задаюсь вопросом, а вот как он на этом зарабатывает? То есть эти девушки явно, ну, как бы там ты, там другие девчонки. Ты же понимаешь, что страница Инстаграм — это как бы портфолио. Я понимаю. Она не отражает всю суть и деятельность твою. Да, но я имею в виду, что обычно фотографам платят за то, что они делают какую-то съемку, например. И это тоже, конечно. То есть он снимает помимо вас и тех, кого он выкладывает туда, еще какие-то съемки, которые не идут просто в портфолио. Проекты. Да, конечно. Понятно. Просто в портфолио у него идут только те девочки, с которыми он работает, потому что, ну... Непосредственно, которые находятся у него в агентстве, да, подписаны? Ну, агентство, это грубо, да. с которой, да, с ним работают. А сколько их у вас человек? На данном этапе 3. 3 девчонки. А начинали вы с того, что была ты одна или были еще какие-то Были девчонки? другие, просто они периодически меняются. Кто-то уходит, кто-то приходит. Ну, как бы всегда меняется. И... Ну, ты уже сколько там лет, получается, с ним работаешь? Мы с ними работаем уже лет 5. 6, 5. Большой срок, в принципе. Ну, а у вас какие? У вас партнерские отношения? Да. То есть он просто имеет какой-то процент от каких-то рекламных твоих контрактов или как? Да, именно так. Да. А вообще в целом вот эти девушки, которые там работают, вы там вместе, вы куда-то, как вообще вот этот вот процесс работы происходит? Потому что очень много, естественно, ходит слухов о том, как вообще, на чем это все зарабатывает Александр и так далее. Эти, честно скажу, мне даже звонили и спрашивали о том, вообще вот этот вот Александр, к нему можно обратиться, чтобы он там девочек куда-то кому-то на яхту отправил, что-то еще, ну то есть слухи разные ходят, естественно, его воспринимают как некого такого вот сутенера или кого-то, кто реально поставляет девушек для каких-то мужчин обеспеченных, условно. Но это все, естественно, обсуждают, потому что, естественно, ваше портфолио такое достаточно откровенное в Инстаграме, ну и везде. Ты же понимаешь, что у нас такой менталитет и такое восприятие, что
вот эти вот фотографии даже, допустим, да, то есть если мы смотрим на каких-то зарубежных девчонок, моделей, у которых там тоже, ну, тоже даже Эмрату возьмем, да. Ну, кто-то подумает про нее, что она какая-то там падшая женщина, ну, никогда, хотя у нее фотографии все откровенные и голые. Да. Но про нее так не подумают, потому что у них другой менталитет, и мы на них смотрим почему-то как на что-то вот где-то высоко, хотя это точно такие же люди. И нет никакой разницы между нами вообще. Просто у нас такое восприятие. И я постоянно говорю о том, что, ну, как бы я модель, да. Я снимаюсь в каких-то откровенных фотосессиях, в белье, в купальниках и так далее. Это нормально. Не, ну наверняка же запросы ему приходят такие, правильно? Конечно, наверное, приходят, безусловно. Ну, он и тебе мне об этом пишут. не рассказывал никогда? Да, много раз была ситуация, когда, ну, там, люди откровенно там звонили, писали и пытались что-то сделать, но это никуда не деть. Я думаю, что с этим сталкиваются многие люди. И если ты изначально популярный человек, который находится вот в общественном пространстве, да, на которого можно зайти спокойно, посмотреть и узнать что-то, безусловно, будет такое происходить. Тут вопрос в другом. Как ты к этому относишься и какое ты принимаешь решение? Принимаешь ты это или не принимаешь? Я это не принимаю. Поэтому у всех случается резонанс в голове. Как так? Ну, блин, не знаю, как так. Что-то не стоит у меня. Мне говорят, что я, значит, вот у меня ухажеры всякие различные, но я не вижу своего автопарка, я не знаю, или недвижимости по всей Москве, или еще что-то. Яхт и самолетов, бортов. Да. Ну, слушай, а самое какое-то такое необычное предложение, или, может быть, когда выложили, или, по-моему, даже был какой-то ролик по РЕН-ТВ, там, значит, стоимость всяких моделей, да, девушек, да, опубликовали, там рынок шкур вечно там опубликовывает тоже стоимость одной ночи, не знаю, ужина, там чего-то еще. Тебе конкретно предлагали деньги за встречу, там ужин или даже с продолжением что-то? Мне одно время, да не одно время, просто периодически, я не знаю, может быть, кто-то телефон дает, может быть, как-то, я не знаю, ну, как дает это происходит. Наверняка, что сложно достать. Да, и мне периодически приходят даже в WhatsApp какие-то сообщения, хочешь покажу, у меня есть в архиве? Да, конечно. Например. Виктория, здравствуйте, меня зовут Яна, у меня к вам предложение. Один мой друг очень хочет познакомиться с вами, его интересует близкое знакомство и ваши условия по встрече. Он готов их выполнить, денежный подарок вы получаете сразу. Мужчина, человек известный, влиятельный, богатый. Понимаешь, ну там еще, например. Добрый день, давайте... Доброй ночи, Виктория, меня зовут Артем, и я помощник вашего поклонника, ну не будем имя называть, допустим. Мой руководитель оставил вам комплимент на ресепшн в отеле Marriott. Вы получили его? И потом, добрый день. Это такой-то влиятельный человек, бизнесмен. Его специализация касается медикаментозной сферы и вывода... Короче, это вас ни к чему не обязывает, какой вам вдруг пригодится. Блокировка. Раньше с тобой пересекались, ты еще встречаешься? Что? Ну, в общем, видишь... Я вас сразу блокирую, когда я понимаю, что это вообще что-то происходит непонятное, я сразу как бы блокирую. Ну, понятно, что наверняка просто из-за того, что у тебя фотографии достаточно откровенные в твоем инстаграме, мужчины воспринимают это как знак того, что ты готова к таким продолжительным, непродолжительным встречам. Хотя я в жизни вообще совершенно другой человек, и очень многие там друзья, знакомые, которые, например, меня не знали, да, и у них было только какое-то представление обо мне через, там, например, Инстаграм, они потом со мной знакомятся и говорят, блин, ты вообще другая, мы вообще про тебя другое думали. А я такая, я, знаешь, я тебе простая, мне ничего не надо. Я вот такая вся, ну, типа, обычная. А вот как на съемке это все происходит? Просто там сколько-то человек же стоит, какая-то группа, да, там снимает, осветитель, кто-то еще. Вот как в этот момент ты себя ощущаешь? То есть ты не смущаешься, у тебя нет? Слушай, безусловно, я смущаюсь. Конечно же, это не мое нормальное состояние. То есть находиться голой для меня ненормальное состояние. То есть я могу находиться голая одна дома, но не так, что для меня это... Есть просто такие девчонки, которые там спокойно там пошли, переоделись вот так, при куче людей. Я так не могу, у меня немножечко есть все-таки в этом плане свои какие-то границы. Вот, но как? Ну, для этого есть ассистент, который всегда контролирует, чтобы лишний раз там у тебя ничего не было откровенно видно. Плюс
я все равно так или иначе всегда работаю со своими людьми, стараюсь, даже если у меня какой-то отдельный проект. Когда ты участвуешь в этих съемках, ты обычно за гонорар это делаешь, да? Или это обычно какой-то промо, пиар твой собственный, или как вообще это все? Конечно, происходит? за коммерческая Да. основа, конечно, да. А ты бывает соглашаешься работать просто из-за каких-то собственных интересов, там, не знаю, из-за того, что вот это для тебя будет классный пиар, или ты всегда на коммерческой основе только работаешь? Слушай, но я абсолютно бесплатно снималась в клипе у Егора. Мне нравится, когда красавица мне улыбается. И я понимала, что мне это интересно. А как, кстати, вообще это произошло? Мне написал Егор, и я сказала, типа, окей, можем обсудить. Потом я встретилась с Зауром. Но вы были с Егором незнакомые. Насколько Нет. я знаю, он сам тебя нашел, Да. и он сам ребятам сообщил да, о том, да. что вот он хочет, Да, чтобы да, ты там да, снялась. так и было. Да. И все, и он мне предложил, потом я встретилась с Зауром. Да. С моим любимым, вообще обожаю Заура как режиссера. У него сейчас, мне кажется, там вообще все ёкнуло сердце. Он, правда, замечательный, мы с ним уже много раз работали. И мы встретились, пообщались, и все, и меня, в принципе, сразу же утвердили, сказали, да, конечно. И Егор даже на съемке, я знаю, немного смущался, но ты такая, так, давай, работаем, значит, когда нужно было поцеловаться, что-то еще, да, ты как-то в свои руки это все взяла, потому что, мне кажется, ты его немножко смутила тем, что ты Да такая... нет, но там Нет? на самом деле и никто не смущался. А, не смущались, да, ты говоришь? Ну да. Нет, там было все очень взаимно. Но я сначала даже больше, мне когда узнала, что мне нужно на съемке будет целоваться, я была против. Я такая, блин, ну как-то я не знаю. Но потом в итоге что-то случилось. Химия произошла? Да, и, в общем, все было хорошо. Ну, хорошо Егор целуется, Хорошо. да? То есть ты запомнила его поцелуй? Ну ладно, ты по-другому, конечно, и не скажешь сейчас, потому что потом это посмотрят. Ага. Ну, честно, хорошо целует? Да. Ну, видишь, приятно всем его поклонницам стало. Значит, ребят, если что, Егор действительно хорошо целуется. Так как мы все-таки затронули вопрос, и ты же сама рассказала про Егора, все-таки у вас были отношения, ты это подтвердила, кстати, сама в своем аккаунте. Да это уже давно не секрет ни для кого, и Егор об этом откровенно уже тоже говорил, и песни пел. Нет, ты первое время ты отказывалась это комментировать, Да. ты тоже говорила всем, что мы дружим. То есть у тебя Да. такая формулировка обычно, что мы дружим. И ты долго это отрицала на самом деле, говорила, что нет. А что произошло, почему ты в какой-то момент все-таки подтвердила? Потому что Егор подтвердил? Ну, во-первых, я, в принципе, не люблю нарушать чьи-то границы, и никогда не пытаюсь за счет кого-то, как я уже говорила, там, выехать, да, грубо говоря. И просто у нас не было такой цели, чтобы как-то открыто об этом заявлять, хотя мы это и не скрывали. То есть мы гуляли, и все видели нас, и на концерты я с ним ездила, и отдыхали мы вместе, и то, и третье, и десятое. Вот, ну просто не было такой задачи, не было такой цели. Зачем? Лишний раз вот, ну, как-то лучше оставить это уединенно, и так сложилось, в общем. И просто прошло уже достаточно много времени, действительно много. Это было, ну, в 2016 году. И я думаю, сейчас уже как-то глупо будет говорить о том, что да нет, вы что, не приписывайте меня. Потому что все уже знают, и как бы почему нельзя просто открыто тогда сказать, что да, такой был период в моей жизни. Был и закончился. А сколько вы встречались? Ой, господи, я не знаю, сколько мы встречались. Потому что у нас было как-то на качелях все. Ну, плюс-минус, наверное, это было в районе 5 месяцев. Там, Ну, нормальный ну, срок, ну, то есть не месяц. То есть мы там и ругались, и туда, и сюда. В общем, не суть. И не знаю, я просто не люблю вот... Если я чувствую, что не нужно лишний раз там где-то, я не буду, мне как бы это неинтересно. Мне просто было хорошо с человеком, я проводила с ним время. Вот. И как бы большего мне не нужно было. Мне нужен был человек, а не его слава. Вот, поэтому... Я просто соблюдала какую-то вот эту вот дистанцию в медийной именно сфере. И считала нужным, что я лучше скажу, что вот так, чтобы вот лишний раз не лезли туда, куда не нужно лезть. Плюс А вы это не обсуждали с ним? Ну, тему того, что будем мы это как-то афишировать, не будем? То есть у вас не было какой-то Ну, мы договоренности? разговаривали, обсуждали, но у нас всегда была такая позиция, что как бы видят. Говорить открыто не будем. Я могу сделать вывод, что это не было твоей большой любовью, да, вот, Егор? Нет, какой-то большой любови не было, но то, что
эти отношения оставили какой-то там отпечаток, да, и они в любом случае были, и я в этих отношениях испытывала чувства, но назвать это какими-то там прям, не знаю, вот, большой любовью не могу. Вот на данном этапе, вот сейчас я понимаю, что нет. Тогда, может быть, мне казалось иначе. Сейчас я понимаю, что точно нет. Мне всегда кажется, что девушка такого плана, как ты, то есть красивая, там, с шикарной фигурой, там, популярная и так далее, что у нее всегда должно быть, там, не знаю, толпа поклонников, которая просто ей засыпает. Это большой стереотип на самом деле общества, потому что действительно очень многие думают, что там, у меня много поклонников, да, я купаюсь в этом внимании, у меня обязательно есть там 3 молодых человека, да, с которыми я по очереди встречаюсь. На самом деле вообще нет. Потому что я, кстати, уже давным-давно не состою в отношениях, потому что... Ну вот это тоже для меня удивительно, если да, честно. и это удивительно для всех, действительно, поэтому люди из-за того, что они не получают какую-то информацию от меня, они начинают что-то придумывать. То есть можно там, сама знаешь, да, что пишут, что я и с тем встречалась, и с тем встречалась, и с тем встречалась. На самом деле нет. И я, в принципе, не понимаю, почему люди считают, что если ты красивая девушка, то значит, что обязательно у тебя там есть отношения и мужчина. Как вообще зависит красота от наличия там мужчины, да, или наличия мужчины от красоты? То есть это абсолютно такие, ну, очень странные сравнения, что если там ты молодая красивая девушка, то обязательно как бы там что-то. Нет, у меня на самом деле все не так, я давно не в отношениях, я не нахожусь в поиске, то есть у меня нет такого, что я там, у меня тикают часы, да, и мне нужно там успеть, значит, родить ребенка, выйти замуж. Я через это все проходила. Если кто не знает. Я жила 3 года с молодым человеком в Питере, еще до того, как я в Москву переехала. Вот, и у меня была помолвка, и все было очень серьезно. И там насчет детей были нюансы, но... Нюансы, то есть вы это обсуждали? Ну, я об этом никогда не говорила. Я была в положении. Правда? Да. И так сложилось, что этого не случилось. Не по моей вине, а вот так сложились, так Бог распорядился. То есть вот. ты потеряла ребенка? Да. А это на каком сроке? У меня аж мурашки. 10 недель. Замершая беременность? Угу. Ну, я тоже через это проходила, поэтому мне это близко очень. Ну, Да. Тяжелая, конечно, тема. Я тогда была, конечно, еще совершенно не сформированным таким человеком. Да, мне был 21 год, по-моему, если я не ошибаюсь. Но из-за того, что я там очень сильно любила человека, да, у нас было все хорошо, как бы были нормальные, хорошие отношения, там уже все было, готовилось все к свадьбе. И мы поняли, что как бы, ну раз Бог распорядился, значит, так должно быть. И мы к этому подготовились реально, морально. И когда это произошло, это был как бы такой большой шок для всех, и для семьи, и для нас. Ну, слушай, у меня на самом деле Очень была только такая люди. же ситуация. Ну, у меня перед первым ребенком, и у меня тоже была замершая беременность. Она у меня закончилась на 8-й или 7-й неделе, но я помню, для меня это было прям очень тяжело. Ну, я хотя не показывала, как, собственно, наверное, многие, но мне было сложно это пережить. Ну, потому что как-то, знаешь... Это такой перелом такой в голове у тебя происходит, и очень потом чуть-чуть даже в какой-то степени тебя очень сильно меняет внутри. Не знаю, я в этот момент почувствовала, что я как будто бы не такая какая-то. Знаешь, вот ощущение, что ты как испорченный какой-то товар, почему с тобой это произошло. Ну, как бы это не принято говорить просто, знаешь, про замершую беременность, про потерю беременности. Просто не принято. Знаешь, никто тебе из подруг не расскажет об этом. Ну, чаще всего. То есть, если не зайдет речь. Вот так вот никто не позвонит, не скажет. Да. И поэтому об этом не принято говорить, и как-то стыдно как будто бы. И я помню, что когда со мной это произошло, я не ожидала. Я думаю, боже, ну почему у всех все получается, у всех все хорошо, а почему вот это могло со мной произойти? И в этот момент тебе, конечно, нужно услышать эти истории, что вот у кого-то тоже это было, и потом все было хорошо. Ну вот я после этого через полгода забеременела, слава богу. У меня до сих пор, кстати, есть такой страх, что
может быть, у меня не получится никогда больше Нет, этого. вообще даже об этом не думай, это точно получится. и Я эту наоборот. историю на самом деле пережила. Безусловно, там в какой-то момент я осознала, что во мне что-то изменилось. Конечно же, это оставляет свой отпечаток. Но глобально я это пережила, это осталось как бы в прошлом. И я сейчас, на данную секунду, да, я могу об этом спокойно сказать. Ну да, потому что в тот момент, конечно, это всегда тяжело. Я тоже так, уже пройдя, ну уже 2,5, 3 года прошло, поэтому, естественно, уже просто об этом говорить и успокаивать других даже, знаешь, если кто-то, не дай Да. бог, там попадет в такую же ситуацию. Но в тот момент, конечно, это тяжело очень. Ну, по итогу, как бы так сложились обстоятельства, что мы разошлись, мы расстались, все хорошо, без какого-то надрыва абсолютно, просто разошлись наши пути. Вот. И, собственно, это единственные отношения мои серьезные, которые были. А вы разошлись по какой-то просто причине или все-таки вот то, что вы потеряли ребенка? Нет, совершенно нет? не из-за этого. Просто вот в какой-то момент мы приняли решение такое совместно, что вот нужно разойтись, потому что вот мы начали смотреть в разные стороны, разделились у нас дороги, и мы как-то пошли. Уже не было перспективы какой-то даже у меня, да, то есть я понимала, что нет, все-таки чуть-чуть не то, все-таки мне нужно в другую сторону. Я понимаю, что оно должно сложиться в любом случае так, как сложится, да. Если завтра я там пойду и встречу своего мужчину, значит, я его встречу. Но если нет, то нет, значит. Я не тот человек, который будет встречаться ради чего-то, жить с кем-то ради чего-то. Я хочу быть с человеком, чтобы прожить с ним всю жизнь, а не для того, чтобы там выйти за него замуж, да. Я хочу не завести ребенка, я хочу подарить любимому человеку ребенка. То есть я, наверное, тот человек из немногих, да, кто еще вот верит в эту какую-то наивную, честную, искреннюю и чистую любовь. Я хочу, чтобы человек просто хотел быть со мной не потому, что я что-то могу ему дать, а потому, что ему так хочется. Вот. И для меня это очень важно, и поэтому я как-то очень выборочна всегда. И поэтому за мной, наверное, сложно, не знаю, там ухаживать и так далее, добиться моего расположения. Ну, ты не влюбчивая, получается. Я могу быстро загореться симпатией, да, какой-то. Но когда я начинаю копать, а я очень много копаю, это очень быстро перегорает. И я понимаю, Ну, что... ты стала копать с возрастом, ну, чем Да, старше ты стала? Да. Ну, Раньше потому что я, это да. конечно, была больше такая взбалмошная и могла влюбиться, увидеть мальчика, и, господи, какой мальчик, и думать потом о нем всю ночь. Да. Ну, Нет, это сейчас ты нет. увидела внешне, просто тебе понравился Ну да, кто-то, да. А в ресторанах к тебе часто подходят или присылают записки, или присылают цветы? Бывает, да, бывает. Счет закрывают там, да? И такое тоже бывает, но я это вообще не люблю. Вот ко мне, например, в ресторане подойти просто невозможно. Я никогда не отвечу взаимностью. Ну, как бы... Даже если там будет сидеть, я не знаю, Роман Аркадьевич? Точно нет. Так, сейчас сразу обломала парню всю малину. Так. Не знаю, если я не знаю заочно человека хотя бы как-то, я не смогу с ним познакомиться. Мне нужно хотя бы что-то понимать об этом человеке. Ну, то есть, условно, если твой друг сидит с каким-то своим другом, который хочет тебе да, что-то тогда предложить, я тогда могу еще... познакомиться, но вот так глобально просто подходит какой-то человек, я не знаю, кто он, что он, откуда, может, он маньяк какой-то. У меня бывали случаи как бы всякие неприятные, поэтому я как-то вот у меня всегда границы есть в этом плане, и поэтому со мной очень сложно, в принципе, познакомиться. Ну, подожди, ну а если тебе отправят, там, не знаю, бутылку шампанского или какие-то, не знаю, там, фрукты, тарелку или что там обычно отправляют, я не знаю, ну ты это принимаешь? Слушай, в зависимости от ситуации. Если я сижу в компании, я, в принципе, только в компании друзей выхожу куда-то. Бывают случаи, когда там мне девчонки, да ладно, что ты, Да. давай. Я как бы, окей. Но бывает, когда я как бы просто могу встать, например, и выйти, если мне там ситуация не понравилась, да. Если какие-то записки посылают, я их даже, в принципе, не открываю. Но какой-нибудь самый Мне кажется, у меня на лбу, случай? у меня вот давно такого не было, потому что, мне кажется, у меня на лбу написано, что не подходи. Во-первых, у тебя так или иначе, вот даже в моем случае, есть какой-то там загон, да, опять же таки, исходя из опыта, исключительно из опыта, что в какой-то момент там, ты понимаешь, что с тобой знакомиться сейчас не потому, что
там заметили твою харизму, энергетику и красивые глаза, потому что они знают, что это ты. Они, значит, уже зашли в Инстаграм, посмотрели, ага, пообсуждали между собой и пошли с тобой знакомиться. И это все равно откладывается, ты каждый раз думаешь, узнал, наверное, и поэтому подошел. Вот, и поэтому и ты как-то в какой-то момент, да, себя стопоришь. И они в какой-то момент боятся, кто там более-менее какой-то адекватный и реально хочет с тобой познакомиться, а ты уже не принимаешь, потому что у тебя сложилась из прошлого опыта какая-то там история, да? Да. И получается вот это вот столкновение, то есть и не так, и не так. Поэтому чаще всего, не чаще всего в моем случае, да, там у меня очень маленькое количество знакомств каких-то, да, только если через друзей, через общие компании. Вот, поэтому... Ну, последний раз в отношениях, говоришь, была 1,5 года назад. Ну, наверное, год с чем-то, ну да, такое где-то, что-то плюс-минус год. То есть ты подразумеваешь вот под этими отношениями все-таки длительный какой-то, да, отрезок? Или же ты вообще про просто роман Вообще, какой-то, да, даже да, маленький говоришь? Да. А, да? Вообще То есть ты вот вот прям... 1,5 года вообще ни с кем не заводила никакой даже 2-дневный, 3-дневный роман, получается? Был у меня типа роман в новогодние праздники. Ну, как бы я просто... Несерьезно. Ну, просто так сложились обстоятельства. Ну, и, собственно, жизнь распорядилась, и все. То есть даже тут особо не о чем разговаривать. Ну, какой-то недолгий, да, получается, роман? Да. Ну, а ты что ждешь все-таки от своего будущего там мужчины, человека, с которым Для ты меня хотела? важно, чтобы человек был для меня другом в первую очередь, потому что даже если сравнивать и отталкиваться от тех отношений, которые у меня были вот серьезные, да, тогда мне реально человек был и другом, и любовником, и товарищем, и поддержкой, и опорой, и вообще и душой, и всем-всем-всем. И для меня важно, чтобы мужчина именно сочетал в себе все эти качества, чтобы я была и уверена в нем, чтобы мне и весело было с ним, и спокойно, и интересно, и чтобы я у него и училась, и в то же время могла сама его как-то направить и поддержать. То есть как-то вот такая у меня, понимаешь? Да. Кому-то достаточно чего-то одного, а мне вот хочется, чтобы было так, либо никак. Ну вот. А финансовая часть для тебя важна? Все-таки? Мне кажется, это было бы глупо любому человеку говорить, что для меня это не важно. Да, конечно же, для меня это важно, потому что я хочу жить в достатке, потому что у меня есть ответственность там, перед семьей, которой я всегда помогаю. Я хочу сама жить хорошо, я хочу путешествовать, я хочу, чтобы мои дети учились в хороших университетах и так далее. Да, конечно, для меня важны деньги, потому что я сама к этому всегда стремилась, я всегда сама этого добивалась. И, конечно же, я не хочу там делать какие-то там шаги назад. Я хочу, чтобы, да, у меня было все хорошо, и чтобы был хороший достаток в семье. Но не так, что я там стремлюсь найти себе какого-то олигарха, да, я бы давно уже могла найти себе олигарха вообще вот так вот, и жить уже где-нибудь там, я не знаю, в Монако, не в Монако, и чтобы у меня все было хорошо. Но это не так, потому что у меня нет такой цели. У нас даже, я помню, кто-то типа Наташа Помрудова в интервью сказала, что она говорит, я вообще не хочу встречаться с супербогатыми мужиками, потому что я вообще не понимаю, что с ними делать. Мне нравится, когда там полетели. И это дело не в деньгах, что есть вертолет там или самолет туда и сюда сесть, полететь, а вот именно в энергии, понимаешь, такой прям безбашенный. Ну, вот такое я люблю. Во-первых, бизнесмены, да, допустим, если рассматривать бизнесменов, я, например, тот человек, которому нужно очень много внимания. Вот прям постоянно нужно внимание. Я без него не могу. Вот прям я погибну, если у меня не будет от любимого человека достаточного количества внимания. Вот. А эти люди, они не смогут тебе его дать. То есть ты просто, если ты выбираешь бизнесмена, значит, ты выбираешь такую какую-то, вроде бы, с одной стороны, свободную жизнь, потому что ты большую часть времени одна, но в то же время ты как бы будешь в рамках находиться, да, как птичка в золотой клетке. Да. Но это вообще не про меня тоже. И я понимаю, что мне нужен тот человек, с которым я буду там, не знаю, пойду в парке кататься на самокате, смеяться, но в то же время на следующий день мы с ним сядем в самолет и улетим куда-нибудь там, не знаю, отдыхать и так далее.
Мы решили подобрать тебе мужчину, как ты понимаешь, да, среди одиноких, ну, точнее как, они просто не женатые, но, скорее всего, многие из них в отношениях, ну, как бы, они пока не в браке, Я поэтому... их всех знаю или нет? Ну, ты многих из них знаешь, многих знаешь заочно, поэтому я тебе сейчас буду показывать фотографию. Я должна выбирать, да, кого-то? Нет, ты даже не можешь не выбирать, ты можешь сказать, нравится, не нравится, вообще в твоем вкусе, не в твоем. Роман Аркадьевич, да? Да, ну ты можешь не показывать фотку, там просто... Нет, вообще не в моем вкусе, и я вообще не люблю взрослых мужчин, и вообще он мне не нравится. Он сейчас обиделся. Не, ну он хороший. Льюис Хэмилтон, ну, конечно, да. Очень симпатичный, перспективный, молодой человек. А вообще его типаж, он вообще в твоем вкусе, да? Да, Вот я ты- люблю таких темненьких, вот это прям мое. Да? Федор Смолов, ну, конечно же. А кто же мог быть здесь еще? А мы просто, кстати, я, между прочим, вообще не в курсе ваших взаимоотношений, были ли они когда-то у вас. А я просто, мы как гипотетический вариант одинокого парня. Что так на меня смотришь? Я правда не в курсе. Я, между прочим, реально не в Федор курсе. Смолов, потрясающий парень, да, очень хороший, воспитанный, симпатичный и хороший футболист. Соколовский. Это который с кем был? С Ритой Дакотой, ее бывший всё, муж. точно. Не, мне не нравится он. Он так еще как-то... История у них такая была плохая. Я из женской солидарности, естественно, против. Это кто? Это Оксимирон. Да. Не мой типаж, мне не нравится. Не нравится Оксимирон, что ж такое? Не, ну он... Ты понимаешь, что как Мирон артист, нравится всем да? девушкам, ну обычно. Я да. его не знаю, я не знаю, какой у него характер, как он вообще... Я вот знаю вот его образ, как он выглядит, Да. и знаю его какие-то песни, Да. слышала. Все. То есть, исходя из этого, я не могу сказать Ну не ничего. герой твоего романа. Ну, не герой моего романа, Так, точно. ладно. Эмин. Эмин недавно развелся, ну, по крайней мере, они разошлись. Но он поэтому... в любом случае, безусловно, очень симпатичный мужчина. Больше я о нем ничего не знаю. А вы не знакомы? Нет, мы не знакомы. Удивительно, как это ты с Эмином не знакома? Мне кажется, все красивые девушки в Москве с ним знакомы. Ну вот опять же таки, это стереотип. Ну да, возможно. Нет, я его не знаю, но симпатичный. Так. Это кто? Тамби! Да. У нас же было шоу. Да. Да. Еще мне все писали, как ты могла обидеть Тамби? Я Одинцовой такую фотку в директ отправил, что она мне ответила, а где такие кружевные трусики достать? Очень хороший парень, прям очень хороший, добрый, веселый, очень смешной, но не герой моего романа. Тоже, да? Не твой типаж? Гарик Харламов, Гарик точно Харламов нет. разводится, поэтому он тоже... Точно может быть. нет. Кто все-таки в твоем вкусе? Кто тебе нравится из западных артистов? Мне нравится Майкл Би Джордан, актер, который классный. снимался в Криде. Да, классно. Очень симпатичный, хороший мальчик. Мне нравится, опять же таки, тоже темный, Трэвис Скотт, например. Да. Мне кажется, Модненький, очень хорошенький. И Асап Роки, кстати, тоже очень симпатичный. Вот. Ну, Льюис симпатичный, Да, конечно Льюис. же, и Неймар симпатичный очень. И да их много там, они все между собой чуть-чуть похожи, мне кажется. Ну, понятно, твой типаж стал понятен. Спасибо тебе за классный разговор. Мы всегда просим нашего гостя, чтобы он как-то пообщался с нашей аудиторией, призвал их к лайкам, к комментариям. Я уверена, что, как обычно, найдется большое количество людей, которые поделятся на два лагеря, которые будут писать какую-нибудь гадость обязательно в мою сторону. Я уже к этому привыкла практически. А найдутся те, наверное, кто будет хорошо писать. В любом случае, всегда отталкивайтесь от своих ощущений, не опирайтесь на какие-то стереотипы, слухи и так далее. Думайте только своей головой. Ставьте, безусловно, лайки каналу People Talk, который я очень сильно люблю. И что еще вам сказать? Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Комментируйте обязательно видео вот здесь вот прям внизу, потому что для нас важно ваше мнение. Будем следить за тем, что вы там пишете нам. Будем стараться становиться лучше каждый раз. Вик, спасибо тебе огромное, Спасибо что тебе ты большое. пришла в гости. Ну как в гости, что мы здесь с тобой прошлись, все обсудили. Я надеюсь, что выпуск понравится всем. Я тоже надеюсь. Ну все, всем пока.